Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить пшеничный хлеб на закваске Lievito Madre с потрясающей, красивой, хрустящей корочкой и пористым мякишем. Если вы работаете на других видах заквасок, этот рецепт вам также подойдет. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Для начала нам понадобится 500 грамм пшеничной муки. В этом рецепте я использую сильную муку из мягких сортов пшеницы, в которой 12 грамм белка на 100 грамм муки. Добавляем 400 мл воды комнатной температуры. Наша задача смешать муку с водой. Этот этап называется аутолиз или автолиз. Это древнегреческое слово, которое буквально означает частичное разрушение тканей и клеток посредством ферментов или самопереваривания. Таким образом, мука, смешанная с водой, уже частично начинает ферментироваться, и поэтому в последующем тесто будет более эластичное и комфортное в работе, а также качество хлеба тоже улучшится. Поэтому, когда вы работаете с хлебом на закваске, обязательно не пропускайте этот момент. Аутолиз может длиться от 20 до 60 минут. В моем случае я ставлю ровно на 1 час. Затем нам нужно взвесить 100 грамм активной закваски. Я использую закваску всегда Lievito Madre 50% гидратации. Если вы используете другой вид пшеничной закваски, также можете использовать для этого хлеба, также 100 грамм. 1 час прошел, посмотрите, как выглядит наше тесто. Мы всего лишь смешали муку с водой и дали тесту отдохнуть. И посмотрите, какое оно уже эластичное. От качества и силы муки будет напрямую зависеть качество и эластичность теста. Закваску Lievito Madre я всегда в тесто добавляю вот таким образом, разделяя ее на небольшие кусочки. Затем вот такими копающими движениями я смешиваю закваску и тесто. Затем добавляю 10 грамм морской соли. И вновь копающими движениями немного вымешиваю тесто для того, чтобы соль распределилась равномерно. Этот процесс занимает 1-2 минуты. Затем накрываю крышкой и даю отдохнуть 15 минут. 15 минут прошло, теперь подготовьте рабочую поверхность, протерев ее чистой тряпочкой к работе с тестом. Я вам покажу очень классную технику, которая позволяет увеличить еще больше эластичность теста. Выкладываем тесто на рабочую поверхность. И начинаем складывать тесто в конвертик практически точно так же, как и при финальной формовке теста. Только эти складывания мы делаем не единожды, а продолжаем их делать в течение 1 минуты. Или до того момента, когда вы уже не сможете оттягивать края теста. Потому что со временем вы увидите, как она становится как будто бы наполненная воздухом. Посмотрите, оно уже складывается совсем по-другому. Это невероятно легкий, комфортный и приятный процесс работы с тестом. Наше тесто достаточно эластичное, теперь перекладываем его обратно в чашу и накрываем крышкой. Оставляем также на 15 минут. Вновь протираем рабочую поверхность.
Приступаем к следующему этапу работы с тестом. Он называется ламинирование. Обязательно смочите руки в холодной воде и выкладываем тесто на рабочую поверхность. Мокрыми руками с тестом всегда намного легче работать. Теперь вот таким образом растягиваем тесто на рабочей поверхности. Посмотрите, какое оно эластичное. Несмотря на то, что я его растягиваю очень тонко, оно абсолютно не рвется. Затем складываем тесто также конвертиком. Сначала одну сторону к середине, затем вторую сторону также к середине и в последующем уже складываем два края. Вот таким образом. Перекладываем тесто в чашу. Можно использовать скребок, его тоже всегда лучше смачивайте. Накрываем крышкой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре. 30 минут прошло. Я советую, не держите тесто дольше. И теперь начинаем этапы первых складываний. Руки обязательно должны быть всегда влажные, и вот таким образом подкручиваем тесто вовнутрь. При первых складываниях тесто будет трудно отлипать от края, поэтому можете воспользоваться скребком. Всегда немного вытягиваем тесто и подкручиваем его с 4 сторон. Вот так у нас выглядит тесто. Теперь накрываем крышкой и оставляем также на 30 минут. Поставьте таймер на телефон, чтобы отслеживать четко этапы складывания. Сейчас у нас второе складывание. Все повторяем абсолютно точно так же. С каждым складыванием вы заметите, как структура теста будет меняться. Это очень простая и легкая техника, которая позволяет создать потрясающее тесто. Посмотрите, как выглядит наше тесто. Накрываем крышкой и также оставляем на 30 минут. 30 минут прошло. Это третье складывание. И посмотрите, какое потрясающее тесто у нас уже получается. Руки всегда влажные и продолжаем, как обычно, делать складывание. Сначала подкручиваем с одной стороны тесто вовнутрь, затем подкручиваем с противоположной стороны тесто вовнутрь. И затем с противоположных сторон проделываем также эту процедуру. Посмотрите, тесто стало более упругое и очень хорошо держит форму. Теперь вновь накрываем крышкой и оставляем на 30 минут. 30 минут прошло. Посмотрите, какая пузырчатая красота. Приступаем к последнему, финальному, четвертому складыванию. Во время четвертых складываний тесто практически не липнет к рукам, а это значит, что мы находимся на финальной стадии работы с тестом. Накрываем крышкой и, как обычно, оставляем на 30 минут при комнатной температуре. 30 минут прошло. Посмотрите, как выглядит наше тесто. Еще больше появилось пузырьков на поверхности. Я сделаю еще одно финальное складывание для того, чтобы мне более комфортно и удобно было доставать тесто для формовки. Затем тесто накрываю крышкой и убираю с рабочей поверхности, потому что она мне сейчас понадобится. Я вам покажу самый простой вариант домашней выпечки хлеба. Нам потребуется пекарная бумага, я ее немного намочила и потом вот таким образом сжала, для того, чтобы она принимала форму теста и не оставляла заломов. Также нам понадобится глубокая чаша или салатник, в который мы будем перекладывать наше тесто. Затем увлажните руки и достаньте тесто из чаши.
Влажными руками можно слегка подкрутить нежно тесто до круглой формы. Присыпаем тесто сверху небольшим количеством пшеничной муки и также посыпаем рабочую поверхность. Перекладываем тесто мучной стороной к муке. Затем немного расправляем тесто. Как вы видите, липкая сторона теста сверху. Затем формуем тесто, сворачивая вот таким образом конвертиком. У вас получится вот такая колбаска. Можете защипить краешек. Затем закручиваем ее вот таким образом в рулетик. Так, формовка практически завершена. Отряхните тесто от муки. Также защипами закройте боковинки теста. Если вы использовали слишком много муки, то можете немного смочить пальцы водой для того, чтобы тесто лучше клеилось. Вот такая форма у нас получилась. Немного посыпаем мукой и можно еще немножко подкрутить. Будьте аккуратны и очень нежны с тестом, оно уже очень воздушное. Затем посыпаем немного мукой пергаментную бумагу и перекладываем наше тесто. Далее перекладываем в чашу, в которой тесто будет растаиваться. Расправьте бумагу, чтобы не оставалось заломов на тесте. Посмотрите, какой красавчик у нас получился. Далее надеваем пластиковый пакет и оставляем тесто на 2 часа при комнатной температуре. Затем отправляем тесто в холодильник на всю ночь или примерно 6-8 часов на холодную длительную ферментацию. На следующий день мы будем выпекать хлеб. Я вам покажу несколько горшков, которые я использую для выпечки хлеба. Один горшок у меня керамический небольшого размера, который выдерживает нагрев до 250 градусов. Затем есть у меня вот такая древняя кастрюля. Она металлическая, толстостенная, но, к сожалению, на крышке пластик, поэтому я использую вот такой вариант, когда готовлю в ней. И следующий вариант – это чугунный кокот, в котором я сегодня как раз и буду готовить. Для нагрева кастрюли предварительного используйте максимальную температуру. У меня 275 градусов. Можно на 250 нагревать в течение 25 минут. Кастрюля у нас уже нагрелась, значит, время пришло печь хлеб. Достаньте тесто из холодильника непосредственно перед выпечкой, тогда, когда кастрюля уже нагрелась. Сделайте надрез лезвием либо острым ножом. Надрез мы делаем для того, чтобы тесто не потрескалось хаотично при выпечке. Мы делаем предсказуемое раскрытие теста там, где нам нужно. Таким образом, хлеб сохранит свою форму. Затем перекладываем тесто в уже горячую кастрюлю, но предварительно сначала сбрызните тесто из спрея водой. Накрываем кастрюлю крышкой и отправляем выпекаться наш хлеб при температуре 250 градусов на 20 минут.
Затем снимаем крышку и выпекаем хлеб еще 15 минут при той же температуре 250 градусов. Вот так выглядит подрумяненный хлеб. Теперь я снимаю его с пекарной бумаги и отправляю в духовку при той же температуре допекаться еще 5-7 минут. Таким образом он будет более золотистый со всех сторон. Вот так выглядит наш хлебушек после финального выпекания. Затем обязательно охладите его на решетке в течение 2 часов. Хлеб полностью охладился. Посмотрите, какая невероятно красивая у него корочка. Послушайте, как он звучит. Так звучит хорошо пропеченный хлеб. А теперь давайте посмотрим, какой он внутри. Я обожаю этот хруст свежеиспеченного хлеба. Вы только посмотрите, какой он пористый и воздушный, и какая тоненькая корочка. Я очень довольна результатом. Рецепт довольно простой, и хлеб получается всегда потрясающе вкусный. Попробуйте, надеюсь, вам тоже понравится. До новых встреч, друзья, и приятного вам аппетита!